Так, всем привет! Сегодня посмотрим коробочку от Hobbyboss PLA ZBL09 Snow Leopard IFV, что можно перевести как Народно-освободительная армия Китая, машина ZBL09 или тип 09, как можно перевести, снежный леопард или же снежный барс, как его часто, Ирбис он же, Infantry Fighting Vehicle, то есть по сути БМП. Соответственно, что значит, если по прототипу, по классике начать, то ZBL09, или в некоторых источниках там есть разные сведения, есть что ZBL08, ZBL09, это возможно уже апгрейд версии ZBL08, это в принципе такая колесная платформа техники, по которой в Китае концерном, государственным холдингом Наринка делаются большое количество колесных машин, как колесные танки, так и различные вспомогательная техника, так и БТР, и БМП. И вот одна из этих машин сделана на базе этой платформы. Это, собственно, вот такая вот БМП колесная. Основное, что можно о ней сказать, значит, собственно, разработали ее где-то в 2006 году, на вооружение она встала где-то в 2008-2009 год, по-моему. Опять же, немножко с названиями путаница, то есть вроде как есть мнение, что первая модификация называлась ZBL008, потом вроде как выпущен какой-то был апгрейд, который, наверное, может быть, Hobbyboss'ом здесь и имеется в виду, и называется он ZBL09, но по данным интернета не совсем понятно, как же все-таки конкретно как же конкретно актуальная платформа у них называется, все-таки 08 или 09, но Hobbyboss нам дает, что 08. И, соответственно, вот такой вот БТРчик в основном эксплуатируется Народно-освободительной армией Китая, но некоторое количество было экспортировано и в другие страны. В Южной Америке, в Беларусь там попадал какой-то лицензионная версия на этой платформе машин, ну и так далее. Соответственно, из замечательного можно сказать, что Boxart нам демонстрирует машину на параде. Судя по бэкграунду, возможно, парад в честь 60-летия, не помню чего, то ли Китайской Народной Республики, то ли Народно-освободительной армии Китая, к сожалению. Немножко забыл. Ну, если про саму машину, в принципе, китайская техника, это понятно, довольно редкость, но так как Hobbyboss, Трампетер, Один Концерт, это по сути такой домашний народный китайский бренд, то, конечно, они свою технику делают в большом количестве. Конечно, она довольно слабо известна за пределами Китая, но тем не менее за достаточно небольшую цену, как в принципе некую экзотику, можно эти наборчики прикупить, по карману это сильно не ударит. Машина, в принципе, такая достаточно стандартной компоновки, то есть двигатель у нее дизельный вот где-то здесь расположен, колесная формула там 8х8, значит, водитель располагается в передней части. Соответственно, насколько я понимаю, вроде как 3 члена экипажа. Насколько я помню, стрелок и командир располагаются в башне. Вот это, по-моему, вроде как десантник. Ну и, соответственно, вроде как, я так думаю. И в задней части достаточно по стандарту располагается десантное отделение. Там от 7, по-моему, до 10 десантников. Возможно, не только, может быть, вот один есть здесь. То есть тоже такая комбиновка могла использоваться. Машина водоплавающая. Вот у нее водометные движители даже видны, в принципе. Десант по стандартно выгружается сзади. Мы еще посмотрим. Используется, если не ошибаюсь, 30 там или что-то такое. Автоматическая пушка вот такими специальными, скажем так, каркасом для, скажем так, стабилизации ствола при стрельбе дополнительной. И, собственно, наверное, особо ты ничего больше про машину не скажешь. Вот просто такой вот китайский БТРчик. Единственное, потом, когда откроем коробку, меня размер приколол. То есть машина довольно внезапно длинная. То есть она, по-моему, почти под 8,5 метров длины. Если учесть, например, что какой-нибудь советский, российский БТР-80, он там даже до 8 метров по длине не дотягивает, а вот это довольно длинная. Значит, что, наверное, собственно, по истории-то особо ничего не скажешь. Тогда по набору. Набор, значит, появилась вот эта именно версия Hobbyboss в 2012 году, и, соответственно, в линейке у них там еще один колесный танк есть на той же платформе, но, в принципе, линейка вот конкретно этих весен машин небольшая, то есть всего 2 машины. Вот такой, значит, боксарт, я уже сказал, значит, по стандарту довольно часто Hobbyboss Трампетер указывает какие габариты, вот в частности видно, что длина 23,6 см, количество деталей не указывает. Помимо этого, значит, тут у нас
боковики по окраске, видим, даются на один пиксельный вариант. И, соответственно, ну, историческая справка по модели, в принципе, наверное, не безинтересная, потому как китайская техника, конечно, за пределами Китая не то чтобы сильно известна. Вот видно, на обратной стороне у нас еще один боковик, уже другой вариант окраски. Кстати, вот видно противотанковые ракеты, кстати, довольно забавные, похожи чем-то на ракеты-малютка по виду, да, которые на БМП-1 ставились. Значит, это, кстати, по-моему, вроде как вариант апгрейдженной версии ZBL9 против ZBL8, но я не уверен, возможно, я ошибаюсь. Да, вот дан еще один вариант, тут более простой пятнистый камуфляж, ну, видно, что небольшая платка фототравления с решетками, всякие предупреждения и так далее. Коробочка немножко измятая пришла, но в целом она такая, в принципе, твердая, надежная, я не думаю, что это привело к каким-то последствиям. Значит, заглядываем в коробку, значит, пластик. Сразу бросается в глаза, вот лично мне, огромная это ванная, огромный верх корпуса в одну деталь, но они действительно большие, вот как бы грех не купить себе такого крокодила, собственно, в коллекцию. Дальше, собственно, пластик, все практически, я так смотрю, в основном в индивидуальных пакетах. Достаточно их, ну не сказать, что очень много, но и не сказать, что очень мало. Башня в одну деталь. Так, в отдельном пакетике у нас из виниловые колеса, бумажная часть, инструкция, вкладка, окраска, стандартно трампетер Hobby Boss, декаль в отдельном пакетике и в отдельном же пакетике плата фототравления. Вот, собственно, у нас и все. Можно, в принципе, перейти к глубокому изучению содержимого. Значит, по стандарту, значит, у нас инструкция, опять же, абсолютно стандартная Tramp Hobby Boss, бокс-арт, предупреждения, пиктограммы. Значит, раскладка литников, опять же, все то же, что мы видели в коробке. Вся та же комплектация, кое-какие, ну, всего 3 детали не используются, видимо, унификация с колесным танком. Собственно, да, одна плата и декаль. Значит, дальше сразу идет сборка, в принципе, тоже по стандарту. Сначала низ ванны, тут подвеска, вот эта вся ходовая часть, рычаги, пружины и так далее. В принципе, ну, не выглядит чем-то сложным, на самом деле, все достаточно прозрачно, понятно. Собственно, вот стойки амортизаторов, в принципе, не выглядит очень сложной сборка на самом деле. Ну, кстати, вот если что сказать по ходовой, то вроде как в этой модели нам этих самых полимерных шайб не дают на колеса. То есть, видимо, колеса тут у нас должны держаться либо на сухом трении, либо, может быть, вообще никак не держаться. Ну ладно, мы потом посмотрим. Значит, все, опять же, рычаги, подвески. Вот это детали водометных уже, по-моему, движителей, если я ничего не путаю. Вот это тоже, по-моему, по ним тут детали больше. Хотя нет, это какие-то другие детали, это я не знаю. Вот детали водометных движителей. Тут из нескольких деталей я смотрю. Нет, фототравление в сборке не используется. Ну, такая, не сказать, что прям очень простая подвеска. В принципе, тут достаточно много. Многорычажная такая система. Ну, собственно, чуть-чуть мелочевки. Ну, собственно, как и стандартно китайских Hobby Boss Tramp моделей, их сборка, она не очень сложная и членение не супер такое гигантское. То есть, наверное, страдает детализация, но зато сборка, в принципе, у нас быстрая и не напряженная. Потом резко перескакиваем к верху корпуса, он тоже в одну деталь, значит, у нас тут травленые решетки на двигатель, воздухозабор, я так понимаю. Детали, кстати, прозрачного пластика, я немножко забыл об этом сказать. В этой модели он наконец-то у нас есть, он у нас появился, потому что уже по прошлым обзорам немножко привыкаю, что Hobby Boss Tramp очень долгое время любили использовать свои эти Dishman вариант прозрачной пленочки, но нет, здесь у нас достаточно большой набор остекления. Возможно, частично даже не используемого, не уверен. То есть и фары у нас прозрачный пластик, и перископы у нас прозрачный пластик. Ну, тут травлишка достаточно какое-то количество, я думаю, не очень большое. Это, кстати, и хорошо. Может быть, даже и гнуть особо ничего не придется. Немножко шансов сзади. Значит, ну, всякое чуть-чуть мелочевочки по верхней части. Дальше продолжаем. Интерьер, так понимаю, в машине даже намека никакого нет. То есть, соответственно, открывать люки
теоретически вроде как, наверное, возможность имеется, но, например, экипажа с машиной, несмотря на то, что на боксарте там он обширно нарисован, в наборе его нет, ну, наверное, открыть люки можно только если сажать какие-то фигурки, которые приходится, собственно, фигурки китайских воинов докупать отдельно. Уж не знаю, можно их там где-то купить, нет, сейчас найти. Ну, вот такое вот. Решетки на фары, значит, у нас уже еще немножко мелочевки. Люки, да, ну, внутренняя деталировка люков вроде как есть. Тут вот как раз перископы стеклянные вот у нас вставляются. То есть, наверное, открыть их, в принципе, действительно можно. Значит, еще всякие цилиндрические детали. Но я смотрю, с двух половин со швами скидываются. Еще люки детализируются. Деталь похожая на блок сплит-системы кондиционера, но это, видимо, как раз какой-то, возможно, как раз это именно кондиционер десантного отделения есть или что-то такое, потому что как-то он по расположению подходит. То есть вот здесь десант, здесь какой-то вот такой блочок у нас собирается, отдельный под сборкой ставится. Детали, наверное, водоотбойника, скорее всего, какого-то, так как машина плавающая. Вот это, скорее всего, выхлоп у нас. Ну вот я уже показывал на предыдущий, что банка этого выхлопа, она из 2,5, то есть будет со швом, но уж не знаю, насколько реалистично выглядит. Значит, ну вот, собственно, много у нас травления уходит на решетчатые кожухи для, собственно, вот этой сплит-системы, так называемой, которую я так назвал, кондиционера. Да, все-таки придется ее гнуть, этот ящичек. И вот также обрешетка у нас, собственно, выхлопа закрывается специальным таким решетчатым кожухом из-под отравления. Есть в том числе и довольно мелкие детали отравления. И гнуть нам придется. Зря я обрадовался. Ну, немножко мелочевки там по приборам. Я не знаю, что это такое. Наблюдение, перископы или что это. Может, камеры какие-то. Значит, еще продолжается у нас. Почему-то опять мы возвращаемся, значит, к верху, только опять с мелочевкой. Идут у нас дополнительные какие-то, не знаю, что это, сигнальные огни для колонны или что-то такое. Может быть, перископы для десанта, сложно сказать. Опять шанец назад, опять еще чуть-чуть мелочевки каких-то там серег, крючков, еще шанец, еще опять микрокороба из травления. Ну, кстати, не так уж много нам придется и гнуть, да, то есть, точнее, не так уж и мало нам придется гнуть, на самом деле гнуть придется довольно много, зря я обрадовался. Элементы, собственно, поднимания этого волноотбоя, еще какие-то ручки вокруг люков и так далее. И вот где-то к 9-му шагу у нас, собственно, полностью собранный корпус мы стыкуем, собственно, с низом. Но я так вот понял, что по сборке, в принципе, ничего нам особо не мешало эту стыковку, наверное, и раньше провести, чтобы не потом уже собранный с кучей мелочевки корпус не заниматься его, так сказать, пришпиливанием к низу, да, возможно, это можно было сделать и раньше, чтобы уже, так сказать, мелочевку собирать на собранном корпусе, но вот инструкция нам предлагает делать именно так. Значит, появляется задняя кормовая деталь, вот, соответственно, одна тут такая, ну, я скорее скажу, это, в принципе, даже самому интересно. Это не похоже на рампу, да, то есть задний десантный отсек. Это, я так понимаю, исключительно что-то вроде двери, причем она такая какая-то вложенная, то есть такое ощущение, или просто выглядит так, как будто бы в двери еще люк сделан. Ну, кстати, довольно небольшая дверь для покидания десантом, то есть рампа во всю корму китайцами не используется. Вот такая вот, по сути, дверка. Ну, еще там сверху лючки вот эти вот есть, в принципе, наверное, через них тоже можно выходить. Ну, в общем, выгрузка десанта сзади у нас используется, что, в принципе, наверное, логично для реальных боевых действий. Тут что-то типа имитирующее, наверное, трос, какая-то деталь. Опять из прозрачного пластика какие-то там детали задних, наверное, ходовых огней, насколько я понимаю. Мелочевка по двери. То есть, я так понимаю, это внутренность двери, наверное, да, у нас вот это самое немножко вроде как детализировано. Или это внешняя часть? Нет, скорее все-таки, наверное, внешняя. Наверное, внутренняя все-таки не очень детализирована, но там нужно смотреть. По инструкции непонятно. Переходим дальше. Значит, у нас появляются колеса. Соответственно, из нескольких деталей. Тут у нас и диск из 2,5, даже какой-то еще колпак на диск сверху ставится. Забавно. Прям каким-то гражданским автомобильстроением запахло. Значит, у нас никаких
Пластиковых шайб нет у нас ступицы, соответственно, просто все накидывается как есть. Ну, в принципе, зная китайские предыдущие модели, возможно, она на сухом трении как-то там будет болтаться, по крайней мере, до покраски. Значит, потом у нас башня начинается. Башня из верхняя и нижняя половина, тоже все с крупным членением. Подвижное орудие, я так понимаю. Не совсем понятно, как реализована его подвижность, потому что на реальной машине вот здесь используется, я так понимаю, какой-то вроде бы тканевый брезентовый кожух. В реальности же не совсем понятно, зачем они делают подвижное орудие. Вот опять же кожух этот надевается. Он, я так понимаю, просто пластик, то есть, не было в наборе ничего каких-то отдельных, каких-то более заковыристых кожухов, поэтому зачем нам делать подвижную пушку, если кожух у нас, скорее всего, не позволит с этой пушкой ничего делать, я пока не очень понимаю. Собственно, вот орудие, я так понимаю, вроде как основная его часть в одну деталь, или нет, подождите. Да, вроде как бы в одну деталь. То есть вроде как ничего членения нет. Единственное, вот эта вот обрешетка хитрая, добавляется, собственно, механизм стабилизации дополнительной пушки при стрельбе. Типа как повышающий точность. Мелочевка по башне, люки. Опять же, с какими-то микро детальками непонятными. Что-то типа серег, не знаю. Еще немножко там деталей, тут вот еще больше деталей, тут уже вроде чуть-чуть и фототравление у нас опять с гнутьем появилось, дымовые гранатометы на вот здесь фронтальную часть под разными углами, детали, выводы антенные, кстати, по самим антеннам, я так смотрю, никаких подсказок нам Трампетер не дает, что их и нет и в наборе, и, собственно, как их изображать, если они должны быть. А быть они, скорее всего, должны, потому что как минимум на бокс-арте как минимум одна антенна есть. Тут почему-то Трампетер нам об этом забыл. Еще какая-то мелочевка, я так понимаю, это самая противотанковая ракета с направляющими. Она безальтернативно у нас ставится, то есть, в принципе, не дают такого варианта, что ее не ставить. Соответственно, вот она вот здесь появляется. Вот это, кстати, такая корзиночка. Она, кстати, в одну деталь довольно ажурно, прикольно сделана, я даже удивился. И, собственно, что? Финалочка у нас, помимо стыковки башни с корпусом, тут еще и, я так понимаю, это зеркала заднего вида по бокам. Похоже на Леопард 7. Единственное, вот по боксарту, вот эти вот зеркала. Такие, они причем, кстати, довольно сложной формы, там видно прям, судя по всему, какая-то система из нескольких зеркал, то есть, которая, видимо, водителю позволяет и немножко вниз смотреть, и немножко назад смотреть. Забавно. В общем, зеркала в одном положении, в нескладываемом нам дают, и инструкция, собственно, на этом заканчивается. Помимо этого, из бумаги, значит, у нас вкладка цветная, стандартная для Хабибоса на два варианта. Никакой привязки нет. Соответственно, единственное, можно догадываться, что первый вариант пиксельный камуфляж, такой явно парадный вариант, потому что вот разрисованные покрышки в белый цвет, тут в белый обод такой, то есть это явно какой-то не боевой вариант. В красивый пиксельный камуфляж с опознавательными, крупными опознавательными знаками Народно-освободительной армии Китая. Пиксельный камуфляж, конечно, выглядит дико красиво и привлекательно, но он несет за собой огромную сложность своего изготовления. То есть это все делается исключительно на масках. Маски, которые нужно, либо вырезать буквально что вручную, то есть каждый квадратик, либо какие-то искать, может быть, готовые уже наборчики. Вроде такое что-то видел, я продавалось. В общем, это кропотливый, как мне видится, достаточно серьезный труд. Сделать красивый пиксельный камуфляж, как раз вот, кстати, характерный для Народно-освободительной армии Китая. Результат, конечно, будет прикольный, но тяжело. Для себя, я, честно говоря, даже не знаю, захочется ли мне тратить на это время. 4 цвета дано по факту, не это самое, не заставляет нас это, не разоряет нас Хабибос на закупку красок. 4 цвета, да и ладно.
В основном, как всегда, собственно, стандартная практика. Все цвета даются только на Ганзу Мистер Хобби, а на остальные, ну, как придется. На Тамию вообще, например, только белый цвет нам дали подходящий, и все. И второй вариант тоже не без привязки, но чисто визуально выглядящий как более боевой вариант, возможно, какой-то из учений вариант или что-то такое. Тут уже и камуфляж гораздо проще, просто обычный пятнистый, собственно, полосами такими широкими камуфляж, ничего в нем такого прикольного нет. Вот такой, в принципе, нарисовать уже с пластилиновыми какими-нибудь условно масками вообще никакого труда не составит. И, кстати, и цветов здесь используется меньше всего, лишь по факту 3, грубо говоря, темно-светло-зеленый и песочный. И, соответственно, те же по краскам, только единственное, вот у нас помимо Ганзы на полный набор красок расщедрились еще и на Тамию и Хамбару. Прям вообще, вот этот вариант прям на изи, по дешману и быстро можно нарисовать. А пиксельный, конечно, это для элиты вариант. Так. Ну что, можно смотреть пластик, да? Значит, по ваннам и по корпусу, да, все упаковано в отдельные, собственно, у нас пакеты. Вот такие вот. Ну, в принципе, стандартно выглядящее литье Трампа и Хабибоса. Нечего как прям особо-то сказать. Ну, днище детализировано довольно условно, кому это важно. Сверху какая-то вот тут болты, видимо, на которых панели бронировки какие-то там приделываются. Скорее всего, не знаю, может какая-то композитная навесная броня. Потому как вроде изначально машина была только противопульным бронированием, но вроде какими-то доп. Панелями, по-моему, апгрейдили они бронированность своих машин, повышали. Да, вот как мы видим, никаких вот здесь дверей нет аналогичных БТРу, несмотря что, казалось бы, похоже, да, ванна немножко на БТР, на российский, но нет, никакого отсека для покидания сзади нет, да и двигатель расположен совсем по-другому. Ну, видно, что колесные арки, в принципе, особо показывать прям не сказать, что тут много чего есть. И, значит, большая, очень, я бы даже сказал, большая деталь верха корпуса. Тоже в индивидуальном пакете. Значит, вот такая вот штуковина здоровая, вот такой вот крокодил. Бокам те же самые болты, видимо, какие-то панели бронировки. Ну, вот рельеф отлит, в принципе, отлитые выводы. Ну, я так понимаю, воздухозабор, скорее всего, двигателя. Да, двигатель он находится вот здесь, не как у БТРов сзади, насколько я понимаю. Вот он у нас. Ну, БТРов, я имею в виду, советских, российских. Собственно, кольцо подбашенное. Кстати, вот забавно выглядит, что боевое отделение, да, вот и башня вот эта вот, погон, он так сильно отодвинут назад, да, то есть получается, что странно даже, что десант здесь где-то умещается, да, то есть там, по-моему, до 10 человек десанта, при том, что, казалось бы, да, вот довольно странно немножко выглядит рисунок компоновки, то есть вот тут это большой движок, я так понимаю, достаточно, а вот тут у нас водитель, тут, по-моему, кто-то из десантников, насколько я вот чисто по внешнему виду понял, а боевое отделение, оно вот так чисто визуально ушло чуть ли не к корме, да, и вот столько всего лишь остается, казалось бы, под десантный отсек. То есть, где там, казалось бы, те 10 десантников, такое ощущение, что, возможно, не совсем понятно, какая там внутренняя компоновка, внутреннее расположение отсеков, специально фотки я не искал, возможно, как раз что-то похожее на систему третьей БМП использовано, когда половина десантников сидит где-то вокруг боевого отделения, потому что иначе не очень, собственно, понятно, как они их туда вместили. Ну и, собственно, люки, да, все это отверстиями сделано для теоретической возможности открыть. Как бы особой деталировки тут не видно. Все очень довольно лысенько, как бы простенько, ничего такого прям офигенно прикольного тут не увидишь. Значит, отдельный маленький буквально пакетик, прям специально, это корзина забашенная. Вот, кстати, она мне понравилась, что это вот они сделали не травлением. Абсолютно в одну деталь отлито, очень прикольно выглядит, по крайней мере, даже не буду, наверное, распаковывать. По крайней мере, на этом мы свое время сэкономим. Так, еще из крупных деталей сама, собственно, верх
башни. Башня небольшая, собственно. Такая стандартного такого типа, похожая, наверное, на башню американского LAV. Похожая, может быть, там, да на кучу еще башен. Похожая на тайваньский БТР. Помните, у нас был обзор, он только назывался «Дымчатый Барс» или «Дымчатый Леопард». Вот у нас скусаны уже с литника башни, такие отверстия, крепежи. Немножко деталей, что-то там под лючки, перископы. Тоже, ну, в принципе, сказать особо нечего. Стандартная Хабибус-Трамп литье. Так, что у нас еще? Есть вот такой вот интересный пакетик в том плане, что он дичайше обжат демпфером. То есть тут прям не отдельные детальки, как Трамп любит часто делать, обернуть на литнике что-нибудь пеной какой-то вспененной пленкой вот этой. А тут прям целый литник у нас обернут жестко этой самой пленкой. Так что даже вот не сразу доберешься, и даже очень интересно, что же они там такое, собственно, запрятали-то в этом самом огромном количестве демпфера. Потому что, когда ты его открываешь, ты как бы и не понимаешь, чего, собственно, тут так сильно сберегали, потому что это абсолютно стандартный литник с мелочевкой, на нем он даже, в принципе, достаточно плоский, то есть и тут нет каких-то дико выпирающих деталей, чего, собственно, его так дико запаковывали, совершенно непонятно, не знаю, ладно, какая-то инициатива. Ну, тут видно, что без многоразъемности банка это большая глушитель со швом посередине, лючки. Помню, что вроде десанта, шанец, трос, да, вот одну деталь, тут маленький тросик такой. Ну и хорошо, кстати, не будем возиться, все. Шанец, да, замки прям на шансы, но в принципе это понятно. Что тут, детали крепления этих водоотбойников, мелочевка. Ну, тут как бы типа маленькие ажурные детальки, вот некоторые поручни прям очень маленькие сделаны. Видимо, поэтому они так за него и боялись. Даже вот эти трубки выхлопа, казалось бы, совсем небольшие, они тоже их располовинили. Это, конечно, не очень, конечно, прикольно. Вот это, по-моему, держатели длинноморых гранатометов или что-то вроде того, я уж точно не помню. Ну, в общем, всяческая мелочевка для детализации корпуса, в основном, я так понимаю. Обратно и завернем, собственно, в этот самый демпфер, раз он есть у нас. Помимо этого, значит, крупные детали корпуса. Так, я так понимаю, это в основном корма. Тут у нас присутствует такие, в отличие от звездовских пакетов, полиэтиленовая упаковка Трампетера, она такая всегда тяжелая на разрыв, то есть просто так ее зачастую пальцами не вскроешь. Значит, это у нас большая кормовая деталь, как я уже сказал, собственно. Тоже опять, кстати, вот если саму технику оценивать, корма-то большая, а вот из площади ее конкретно под выход десанта используется довольно небольшая дверка, да, через которую покидать, в принципе, они могут только десантники по очереди, то есть, ну, либо через верхние люки вылезать, то есть тоже достаточно сомнительная тема с точки зрения того, что в условиях реального боя, конечно, машину, я думаю, десанту иной раз надо очень быстро покидать, а тут они будут, вот, собственно, толкаться. Но это ладно, это спекуляции. Собственно, та самая дверка, нет, не показалось, что она из двух деталей, нет, это просто она не такая вот штамповочка, типа дверь десанта. Та самая сплит-система, вот, которую я показывал, да, показалась мне кондиционером десантного отделения, ну, я не знаю, что это такое. Лючки, собственно, там опять же наверх корпуса, вот это, по-моему, волноотбой, если я ничего не путаю, еще какие-то деталики, ну, в общем... В принципе, все такое крупные детали, ничего особо не сказать. По литью, как бы, да, все стандартно трампетеровский, но не очень старая модель. И в плане литья, в принципе, я уже часто себя ловлю на мысли, что я особо-то огрехов по литью, по трампетеру и хабибосу особо не замечаю. То есть вот с этим делом у них все нормально. Если, например, по звезде, к сожалению, что многие старые модели со старыми, вот, даже не очень старые модели, начинают у них очень быстро плыть, то вот, собственно, отливки хабибоса и трампетера, они как-то вот выглядят свеженькими.
То ли не в таких объемах они отливают, то ли как-то уж очень технологично делают. Два, я так понимаю, идентичных литника. В основном, я так понимаю, относящиеся к подвеске ходовой. Тоже они их так, по причине наличия довольно мелких деталек, да, они их так упаковали дополнительным демпфером. В частности, тут вот у нас какие-то вот такая вот интересная звездообразная деталь есть. Я, кстати, даже не запомнил. Это, по-моему, то ли с водометного двигателя, что-то оттуда. То есть забавно ее так отлили. Ну да, это симметрично по бортам, поэтому литники абсолютно одинаковые. Ну вот люки у нас тут еще попали сюда, какие-то рычаги, амортизаторы. Все, в принципе, стандартно так отлито, немножко поручни, еще какой-то мелочевки. То есть винты, собственно, да, вот можно сказать, у нас даже запасные винты есть. Если что-то случится с этими винтами или вдруг понадобится для, так сказать, для других моделей лишних винтов вам не хватит, вот можно с этого набора взять, потому что, я так понимаю, использоваться будут только два винта. Так, собственно, ну и вот, собственно, многоразъемности никакой пока не замечено нигде, но то, что есть, оно и так, в принципе, отлито неплохо, не считая, конечно, каких-нибудь там глушителей в две детали. Еще что из крупного у нас. То есть достаточно много пакетиков, то есть небольшие литники в них находятся, но все, конечно, упаковано индивидуально, поэтому приходится все отдельно смотреть. Значит, нижняя часть башни, собственно, стандартная у Трампа практика. Собственно, да, вот как выглядит, собственно, часть вооружения. Тот самый кожух с брезентовой тканью, ну, брезент, скорее всего. Значит, абсолютно в одну деталь. Это, кстати, прикольно, с прикольным рельефчиком. Такой под пулемет отверстие, под автоматическую пушку. Значит, не должно, в принципе, склеивание этой всей штуки вызвать каких-то проблем. Ну, низ тут абсолютно ничего не скажешь, тут никакого не рельефа, единственное, типа, какой-то сделан механизм, ну, заготовка под механизм подвижности орудия, который при наличии брезентовой маски, ну, типа, кому-то, возможно, захочется делать какую-то альтернативную маску из чего-то другого и, не знаю, типа, сделать более подвижным орудие, опустить его на другой угол. Разве что здесь можно, наверное, похвалить за подвижность орудия, потому что я так понимаю, что из коробки механизм подвижности, в принципе, нафиг не нужен. Да, вот, собственно, само орудие. Вот она, это автоматическая пушка основная. Собственно, видим, что в одну деталь отлита ствол орудия и, соответственно, уже частично вот этим механизмом дополнительного каркаса вокруг пушки. Тут используется, кстати, у нас многоразъемная форма. То есть видно, что как отверстие в стволе автоматической пушки у нас какое-то есть, если сфокусируется, так и, собственно, вот спаренный пулемет, он тоже в нем есть отверстие. Это, конечно, похвально. Ну и, соответственно, в одну деталь это тоже очень круто. Ну и лючки какие-то, деталировки башни тут дополнительные. В принципе, особо так долго останавливаться не на чем. Значит, также парные литники в отдельном пакете. В основном тоже ходовая и колеса. Все, что с ними связано. Так. Что у нас тут? Тоже абсолютно идентичные литники, колесные диски, колпаки. Забавно, да, колпаки? Колпаки на БТРе, на БМП. Ну, собственно, вот детали подвески всякие, пружины там. Ну, в две половины, я смотрел, вот отлиты пружинные элементы. Мало того, что они просто отлиты, так они еще и сделаны в две половины. Конечно, это вроде как хвалить тут не за что. Впрочем, наверное, больше эта часть все равно идет за колесо и, скорее всего, видна не будет. Ну, деталировка дисков там стандартная, как бы немножко мелочевочки каких-то, еще тут мелкой детализации чего-то откуда-то. Тоже, в принципе, стандартное для Трампа Хабибоса литье. Помимо того, что я сказал, ну, зрительно я не вижу каких-то прям бросающихся в глаза косяков.
помимо располовиненных, собственно, у нас рессор. Точно такой же литник с теми же самыми двумя литничками, пакетик с двумя литничками одинаковыми внутри, с теми же самыми рессорами, те же самыми дисками. То есть ходовая машина, ну, 8 колес, поэтому вот открывать его смысла нет. И последний литник из непрозрачного пластика, два литничка в отдельном пакете, тоже, судя по всему, абсолютно одинаковые. Приходится прям разрывать это все. Ножик уже тупой и затупился от многочисленного вскрывания трампетерских наборов. Значит, такое. Вот тут они решили никакого демпфера не давать, хотя, казалось бы, много мелочевки. Но в основном, я так понимаю, это касается именно деталировки набашенного вот этого вооружения. Плюс тут у нас детали вот этой ракеты, этих противотанковых, которые так довольно забавно стоят по бокам башни. Интересно, как в боевых условиях должно выглядеть. Эти ракеты должны устанавливаться при непосредственном, так сказать, в боевой обстановке перед боем, либо они постоянно на машине должны находиться, что, наверное, довольно забавно при учете возможных попаданий, да, в боевую часть этих ракет. Направляющие, судя по всему, этих ракет, какие-то там еще держатели, ну, дымовые гранатометы в одну детальки маленькие, ну, это тоже стандартно для Трампа, я уж не знаю, ну, какие-то вот тут, не знаю, что это, трубопровод или поручень, сложно сказать, электропроводка какая-то. Такие вот два литничка, соответственно, потому что они дублируются на башне, поэтому... Так, и, собственно, из пластика, помимо этого, долгожданные после кучи обзоров, где у нас идут пленки, литники, литник с прозрачкой. Причем прозрачки довольно много. Я вот даже сходу такое ощущение, что она частично, наверное, не используется, потому что, вот, например, куда это огромное стекло идет, я... Честно говоря, не понимаю. Я не очень даже понимаю, куда в этом семействе БТРов могло идти вот такое большое стекло. Или либо это какой-то литник другой модели, либо что-то такое, не знаю. Ну, осветительные приборы передние, наверное. Или вот это, по-моему, задние сигнальные огни, перископчики, еще какие-то микро, там что-то там перископы. То есть, в принципе, это присутствует. Это, наверное, детали, может быть, прицельного какого-то комплекса чего-то. Ну, вот только вот это загадочное большое стекло, которое, скорее всего, не используется. Но я не знаю, для чего оно нужно. Может, кому-то как для запасов пригодится, как запчасть. Радует, что прозрачный пластик у нас в наличии. Соответственно, здесь у нас отпадет эта необходимость что-либо измышлять, значит. И что касается колес. Тоже они достаточно плотненько так запакованы в полиэтилен. Все-таки глянем одно или два. Что у нас делает Хобби-Босс по колесам? Стандартный винил, но на них есть какие-то китайские маркировки производителей, еще какие-то дополнительные, что-то на них написано, не полностью они лысые. Как мы помним, у нас есть вариант окраски на парадной, где нам вот эту часть покрышки обод, скажем так, предлагают покрасить в белый цвет. Это довольно, конечно, покраска винила — это отдельное удовольствие, поэтому, так сказать, желаем успехов. После пиксельного камуфляжа как раз, собственно, заняться покраской покрышек в красивый декоративный белый цвет. Ну, собственно, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 колес. Не обманули, я думаю, они там все там плюс-минус одинаково. Выглядят абсолютно стандартно для винила. То есть ничего такого супер примечательного там не замечено. Так, стандартная упаковка декали для Хобби-Босса Трампа, которая заставляет нас достаточно долго возиться с ее, собственно, распаковкой, потому что у нас прям тут пакетики, потом еще бумажечка, вот. Нет бы как звезда не заморачиваться, да, пакетик на зиппере, или как эта штука называется, которая, да, защелкивается, да и просто и все, вот. Вытащил, сложил, быстро, понятно. Нет же, вот надо что-то
придумывать. Ладно, это, конечно, такое. На самом деле, конечно, похвально, что стараются. Значит, что у нас? 4 разных опознавательных знака. Почему-то целых 4 нам дают. Я не знаю, запасные, что ли. Китайской народно-освободительной армии. И много-много цифр. Соответственно, судя по всему, на оба варианта и на разные цифры нам можно, собственно, собирать. Не только на те, которые нам дают. Ну и платка фототравления. В основном, большую часть, я так понимаю, это различные кожухи вот этой сплит-системы, кожухи водометных движителей, там еще какие-то маленькие детальки. В общем, гнуть есть что. Вот. Незаметно мы подошли, собственно, содержимое коробки у нас закончилось. Вот такой вот забавный набор. Китайский, кто хочет, собственно, экзотики. Экзотики. Собрать вот такого вот снежного барса, например, в пикселе.